Всем привет! Сегодня у меня в гостях Илья Львовский, он эксперт по восстановлению данных и цифровой криминалистики. У Ильи есть своя компания по восстановлению данных с разных носителей, компания называется TerraDrive. На канале, кстати, уже есть интервью с Ильей, где он рассказывает о своей работе, интересные очень истории. Если вы не смотрели, я поставлю ссылки здесь. Также есть еще одно видео на вопросы зрителей. Люди начали спрашивать интересные вопросы, и Илья на них ответил. В общем, о чем я хотел побеседовать с Ильей сегодня. Многим, я думаю, известно, очень многим известно. 18 июня 2023 года сабмарин, ну это не сабмарин, это батискаф «Титан» опускался на дно Атлантического океана к «Титанику». И после часа и 45 минут сигнал у них пропал с кораблем, который был наверху. Если погружение все до «Титаника» занимает 2 часа и 30 минут, то это то, что они публикуют, и глубина в том месте 3800 метров, то они при потере сигнала были примерно 2600 метров. То есть 2600 метров в воде – это уже темно. Это, конечно, ничего не видишь. И, конечно же, ты не видишь «Титаник». До «Титаника» еще очень-очень далеко. То есть в момент потери сигнала. И уже как бы известно, что произошло с всеми, кто был на борту. На борту, кстати, да, скажу, было 5 человек, включая CEO компании самой этой OceanGate. В общем, что произошло? Это произошел implosion. Это, в принципе, то же самое, что explosion, взрыв. Только explosion – это взрыв снаружи, то есть все взрывается, разлетается, а implosion – это взрыв, только взрыв внутрь. То есть это взрыв, вы понимаете, если это взрыв, это происходит за секунды. Секундное мгновение, микросекунды – это взрыв просто раз и все, ничего не осталось. 28 июня, в принципе, через 10 дней 2023 года обломки были найдены и были доставлены на берег острова Ньюфаундленд в Канаде, это канадская провинция, для расследования. Также появилась информация о том, что возможно извлечение остатков погибших из этого батискафа. То есть это был взрыв, опять же, как бы, знаете, представьте, это взрыв, сжалось, то есть корпус корабля этого батискафа сжался. То есть что-то можно достать, конечно, не очень много, но, конечно же, 100% на борту были камеры типа GoPro, смартфоны, профессиональные видеокамеры, типа SLR-камеры. Я даже сейчас покажу то, что я смог найти. Что было интересно, я думаю. Сейчас, секундочку. Я включу свой экран. Вот, смотрите, то, что я успел найти. Сайт еще OceanGate, кстати, существует, можно зайти на него посмотреть. Вот видите, на этой фотографии вы видите GoPro приотачено к окну, то есть к этому окну с внутренней стороны приотачено было GoPro. Они всегда плавали с GoPro. Вот, то также, видите, GoPro, я не знаю, это или 8, или 9, скорее всего, или, может, даже чуть поновее версия. То есть она всегда была там, работала, всегда снимала. Также, вот, видите, видеокамера всегда была приотачена к окошку, потому что всего лишь одно окошко у всего этого дела. Также у этого батискафа была наружная камера, по крайней мере, хотя бы одна. Вот на видео, которое мы здесь видим, это батискаф, у них в центре был монитор, где CEO этой компании говорит, что мы можем вывести сюда любую картинку, в принципе, камера, которая снимает снаружи. Не знаю, у них была одна или не одна, но может одна всего лишь. Строение батискафа было, в принципе, вот такое простое, я понаходил на сайтах, то есть был главный корпус, hull, то есть как бы это титановый, в общем, материал был использован. Это было окно, где мы видели, GoPro обычно стояло. Здесь были 5 человек, здесь у них там экраны, и здесь был такой хвост, где, в принципе, находились все баллоны, там, не знаю, батареи, наверное, и всякое такое. В общем, при взрыве произошло разлом корпуса, и насколько я понимаю, опять же, я не суперэксперт, эта часть была не под давлением, то есть все, что было здесь, это было просто под крышечкой. Давление было именно здесь, то есть сжалась именно вот эта часть, где были люди. Этот кусок отлетел целым, просто целым, если вы смотрите, это фотографии, которые можно было увидеть и которые публиковали запчастей. То есть это задняя часть, то, что было под хвостом, как бы закрытая. Вот сам, как бы, как его, фрейм, да, не фрейм, это как его, закрытие, крышка, в общем, одна из них. Вот, видите, это как у окошка, это оно целое, абсолютно целое. То есть реально просто оно его оторвало и как бы отбросило. То есть там GoPro была приклеена. И это мы видим эти, как у Launchpads, это как бы на чем стоял как его батискаф. Вот фотографии, вот видите, вот они, Launchpads, вот он хвост, вот здесь главный корпус, здесь, то есть здесь сидели люди, и вот фотографии корпуса нет нигде. Ну, я думаю, понимаю, по этичным соображениям их пока не публикуют, может, вообще никогда не публикуют, потому что есть, скорее всего, какие-то остатки живой ткани, хоть что-то есть внутри.
Здесь вот еще мы видим фотографии, в общем, разнообразных, кроме именно главного корпуса. Фотографии главного корпуса нигде не видно. Итак, что бы я хотел спросить у Ильи, это был взрыв. Насколько этот взрыв сильный, большой, мы не знаем, но, скорее всего, это взрыв. Я поставлю видео, кстати, в Ютубе, нашел, как вообще взрыв примерно выглядит, как implosion выглядит. Я поставлю вот прямо сейчас, вы увидите, как выглядят разные implosions, что это такое, сжимается за микросекунды просто металлические как бы, трубки, там металл сжимается просто за микросекунды. Вот 3 видео, которые я нашел, которые более-менее показывают, что такое implosion, силу, то есть этого взрыва внутрь. И, в общем, чувак, видите, у него чембер такой, под давлением он туда добавляет компрессором, короче, давление. И он сделал из железяки вот такую подводную лодку, типа подводной лодки. И сейчас увидите, что произойдет, когда он это давление повышает, там, ну, до хрен знает скольки. Видите, просто секундное мгновение, эта железная стальная трубка просто сжалась, треснула, видите, все, хана. Другие 2 видео, это вагон, это не под водой, но все равно они показывают хотя бы вам, что такое implosion, то есть взрыв внутрь. Из вагона выкачивается воздух и создается вакуум, и атмосферное давление сдавливает это дело, смотрите. Вот видите, по идее, конечно, есть места здесь, где как бы, человеческое тело могло бы остаться целым. Не живым, но целым. Но опять же, это не под водой, это наружу. И вот еще одно тоже, видите, огромный вагон. Секундное мгновение, все просто сжимается. В общем, известно, что данные в GoPro сохраняются на microSD карточке. Конечно, GoPro не может снимать на такой глубине, она там даже в кейсе, если у нее будет хороший кейс, там, не знаю, метров до 60 максимум, потом она как бы, скорее всего, корпус треснет, в общем, и GoPro перестанет работать, конечно. Но SD-карта была внутри. Сохранилась ли она полностью или как-то она была повреждена, конечно, мы точно не знаем. В смартфонах обычно видео и фотографии сохраняются в сам смартфон, то есть там микросхема впаяна, или на некоторых смартфонах, допустим, Samsung, да, или некоторые другие, у них есть SD-карта тоже, опять же, это microSD-карта, которую можно вставить, и там будут сохраняться фотографии. Если части этих камер и смартфонов каким-то образом были найдены, я даже, честно, реально не представляю, какое может быть состояние найденных этих предметов, то есть они сжались, то есть их там реально в щепки, что от них осталось. Но если вообще, насколько, Илья, скажи, возможно восстановить данные в таком случае? Окей. Теоретически мы смотрим на 3 сценария. Первый сценарий – это восстановление с телефонов. Второй сценарий – это восстановление с GoPro, то есть microSD-карта. И третий сценарий – это восстановление с вот этой камеры, которая была расположена на улице, и она теоретически записывала информацию в какой-то там либо SSD-драйв. Начну с последнего. Вот этот SSD-драйв, я предполагаю, он, может быть, так и находился вот в этой задней части, которая, может быть, меньше повредилась. Может быть, в этой лодке было то, что, как называется в самолетах, the black box, которая на самом деле оранжевая. Мне кажется, на этих фотографиях что-то оранжевое там и выглядывало. Обычно их красят специально в оранжевый цвет, и я в своей карьере восстанавливал неоднократно именно вот такие коробки с самолетов, которые были разбиты при крушении самолетов. Там обычно идут SSD-драйвы. Что происходит с такими драйвами при вот таком сильном давлении, как пошло при вот этом implosion, тяжело представить. Да, есть у нас огромный опыт по восстановлению информации с девайсов, которые провели очень много времени под водой. И, в принципе, девайс, который находится под водой, да, идет накопление какой-то там коррозии, идет какая-то там деградация компонентов, но в своей карьере я восстанавливал телефон, который, допустим, вытащили из реки после полгода. Я восстанавливал телефон, который вытащили из моря после 2 месяцев. Есть разница в качестве воды. Соленая вода намного быстрее убивает девайсы, чем пресная вода. При всем этом мы, конечно, не знаем само состояние именно девайсов. Так что можно, в принципе, начать с того, что если и в самом телефоне, и в microSD, и в этом SSD, в конце концов, как говорится, the bottom line, информация хранится на какой-то там флешке, на NAND. Флешка теоретически довольно восстанавливаемое создание, но при условии, что она физически целая. То есть
вот хотел, да, вот насчет физически целая, насколько она должна быть целая, чтобы ты смог восстановить с нее что-то. Скорее всего, если, допустим, я возьму GoPro, да, и, я не знаю, взять кувалду, да, и ударить по GoPro кувалдой, да, то есть, смотря с какой стороны ударишь, если это как бы SD-карта, ты ударил так, она, скорее всего, просто разобьется. Если она лежала так, и ты ударил по GoPro, то она может быть как-то еще целая, но может быть треснула, да. Насколько целостность должна сохраниться? Вот, именно. В принципе, целостность обязана сохраняться. Скажу тебе так, в работу мы не принимаем SD-карты или флешки, на которых видны даже микротрещины, которых мы обнаруживаем в микроскопе. Почему? Потому что, в принципе, при возникновении любой микротрещины и обычно нанды, флешки нанды, они уже много лет, в принципе, они идут многослойные. То есть там не только один слой информации, это как процессор, в принципе, они идут на много слоев. Если хоть один слой поврежден, значит контакты между одной стороной и другой стороной слоя повреждены, мы это в работу не берем. Теоретически, если очень сильно захочется, под микроскопом, очень аккуратно, можно подпаять вот эти поврежденные контакты. Это теоретически, я такое никогда не делал, мы такое никогда не делали, потому что это работа, как вот говорится, подковать комара. Теоретически это возможно. Теоретически при наличии нужного оборудования, прямых рук и достаточно времени можно починить треснутую флешку, но это, опять же, только в теории. По практике, если она треснула, тяжело. Смотри, если я возьму SD-карту, да, я поставлю сейчас на экран как бы SD-карта, как выглядит. Допустим, если от этой SD-карты я отломаю кусочек там справа или слева, да, а микросхема находится в самом центре, то есть она, в принципе, осталась целая. Да, смотри, это именно ты говоришь про SD-карту. Давай сделаем разделение. SD-карту именно. SD и microSD. Микро, да. В нашем случае, я думаю, если это были SLR-телефон, эти фотоаппараты, то, скорее всего, это SD-карта, то есть большая немножко. А с GoPro, конечно же, и в телефонах это microSD, это маленькие вот эти. Вот. Есть такое понятие, как монолит. Монолит – это, в принципе, карта, которая, она сама в себе, само целое. Даже не знаю точно, как это все объяснить, но вот возьми обычную SD-карту. Мы сейчас открываем. Смотрим, что внутри. Внутри будет одна или два нанда, флешки. Будут контакты, будут еще какие-то там маленькие транзисторы, CPU-шки, может быть. И будет выход на контакт с компьютером. То есть это не монолит. Это вот такое устройство, которое спаяли, подставили пару флешек. Если в этом устройстве отломать все, что угодно, если флешки живые, можно восстанавливать. Естественно, тут идет немножко еще дополнительные усложнения, как, допустим, есть такие, особенно товарищи, как SanDisk, которые любят криптовать. Если там информация закриптована, или если нету подходящего устройства или оборудования, чтобы расшифровать, тоже могут быть какие-то проблемы, но это, в принципе, решаемо. То, что мы видим на экране сейчас, это microSD, это монолит. Угу. Это монолит. Любой кусочек отломанный, как говорится, все, да? Да, вот эта верхняя часть, она берется просто маленькая такая шлифовальная машинка, и она просто снимается, верхняя часть – это просто краска. Когда эта верхняя часть отшлифовывается, оголяется, то остается, это, в принципе, с другой стороны делается, да, то остается именно поверхность с контактами. Эти контакты, они видны, и тогда, когда эти контакты, как говорится, оголяются, тогда уже есть специальные устройства, которые, опять же, вручную нужно подсоединить к этим контактам, то есть подпаять маленькие такие ниточки к этим контактам. У каждого девайса своя распиновка, и эта распиновка должна быть правильно подпаяна, после чего можно читать. То есть если это монолит, в котором, в принципе, all-in-one, даже если маленький кусочек отломался или треснул, шансы практически нулевые. Если это SD-шка, то да. Можно поговорить про телефоны. Да, вот телефон интересно, да. Если это iPhone, как бы, да, мы знаем, нет у них SD-карты никакой. У многих телефонов нет SD-карты, но у некоторых есть SD-карта. Смотри, технологически я скажу тебе так, что в последние где-то 4-5 лет я уже и в андроидах не встречал SD-карту. Только если меньше. Какие-то там допотопные телефоны. В принципе, и в андроидах, и в этом нету. Проблема-то в другом. Проблема: возьми iPhone, даже знаешь, что переедь его машиной или тресни его пополам. То есть, в принципе, в iPhone материнская плата внутренняя, она довольно большая. То есть она как бы в длину всего телефона. Она, скорее всего, треснет. То же самое в андроиде. То есть, скорее всего, эта плата треснет.
Конец ли этой информации? Нет. Есть разработки, и мы, вот одна из компаний, которая такими разработками занимается тоже, которые позволяют даже вот с этого айфона взять некоторые компоненты, мы храним в секрете, какие именно компоненты, но нужно взять минимум 3 компонента. Одна из них – это, естественно, сама флешка, которая хранит данные, и 2 дополнительных компонента перепаять. И это очень сложно перепаять, потому что это, в принципе, microsоldering, rebowling и довольно тяжелая работа, но мы это делаем. Перенести вот эти 3 компонента на такую же рабочую плату, и все заработает. Это делалось неоднократно. То есть, если вот эти 3 маленьких компонента не повреждены, вся остальная плата может быть... То есть, скажу тебе, у меня попался недавно телефон, который под газонокосилку попал случайно. Вот его тоже восстановили. То есть, именно вот такой процедурой. Мгм. Да, Ясно. так на самом деле зависит. Еще, судя по публикации на официальном ихнем сайте, кстати, я могу сейчас показать. Думаю, сейчас найду, секундочку. Вот, это ихний сайт официальный. Видите, что у них было на борту? Где же? У них был Wi-Fi. Интересно, Wi-Fi, конечно, я, опять же, не мега-специалист электроники, Wi-Fi ловит ли на глубине 2,5 километра. И это интересно, по идее, они, может быть, могли вести трансляцию на материковый, как бы на mothership, как бы, на корабль, который был наверху. Ну, конечно, я не знаю, какая там скорость могла бы быть, потому, это связи, потому что, я думаю, фотографию послать это одно, а вести трансляцию видео, это как бы канал связи должен быть реально очень мощный. Может быть, вот этот Wi-Fi available это только на mothership, не в то время, когда они под водой? Честно? Не знаю. Не знаю, это то, что написано, да. До сих пор, кстати, у них здесь еще, они пишут, вот следующие миссии на 2024, кстати, я удивляюсь, что они еще не апдейт не сделали сайту, что они сделали недавно, буквально, по-моему, вчера или сегодня, это добавили, что все операции suspended, как бы все коммерческие операции. Здесь, короче, на этом сайте очень, кстати, много интересного посмотреть можно. И YouTube-канал у них, кстати, неплохой. У них есть куча видео, которые были сняты на Титанике, потому что они доплывали до Титаника все же несколько раз. Очень интересные видео. Они подключали комменты, по-моему, постирали несколько видео, но интересные видео сейчас до сих пор у них там существуют. Ну, на самом деле, очень интересно, кто будет тот, в кавычках, счастливчик, который получит на руки вот эти девайсы и попробует это все восстановить. Конечно, было бы ужасно интересно этим заняться. Ну да, я думаю, это как бы реально прикольно. Но это, скорее всего, будет заниматься, не знаю, если Америка или Канада, ну, как бы все остатки были привезены в Канаду, потому что они уплывали из Канады, и корабль, этот принц, Полярный принц, он принадлежит Канаде, как бы под канадским флагом плавает. Поэтому вроде как бы все привезли в Канаду, то есть, может быть, канадские специалисты будут заниматься этим делом. Даже да, скорее всего. Скажи, а у тебя были какие-нибудь истории восстановления в твоем опыте данных после взрывов и пожаров? Или похожих, что-нибудь такое? Да, было. Даже, знаешь, что перед тем, как про взрывы и пожары, недавно у меня был интересный кейс. Я работал с одной довольно большой компанией в Америке, которая производит военные дроны. И вот они делали эксперимент, они делали проверку этого военного дрона, и он в то время, как он летал над какой-то там водяной какой-то там массой, он упал. То есть он упал в какую-то большую реку, и было очень важно понять, почему он упал, потому что если бы они не поняли, почему он упал, весь заказ пошел бы в таран. И вот они его выуживали где-то неделю, достали этот дрон из-под воды и тоже привезли к нам на восстановление. Там была microSD карта и там был SSD, NAND такой. И вот, в принципе, ему где-то, неделю восстанавливали, тоже восстановили 100%. Видно прямо все видео, как он летает, как он падает, видны все логи. Довольно интересный кейс был. По поводу взрывов были у меня довольно много кейсов, когда я работал над девайсами, которые были вытащены из упавших самолетов или вертолетов. То есть именно восстановление, то, что называется black boxes. В таких случаях я еще помню, мы еще довольно часто, что мы делали, я уже как бы меньше по этому профилю в данный момент, а в той организации, где я работал до этого, мы просто работали с государством. Мы первым делом мы делали рентген девайсу. Мы брали это в специальную контору, делали рентген именно для того, чтобы понять, есть ли внутри трещины или нет. И вот этот рентген показывал, насколько нам нужно сильно ковыряться. Были случаи, когда восстанавливали девайсы после каких-то террористических актов, взрывы в каких-то публичных местах. И вот, получается, телефоны и хард-диски были повреждены.
осколками, были повреждены там довольно высокой температурой. И вот такие случаи тоже восстанавливали. То есть, кроме технических аспектов, хочу только минутку упомянуть еще аспект психологический. Такие вещи довольно психологически не всегда легко восстанавливать, потому что то, что ты видишь на вот таких картинках, Последние это, минуты, да, жизни людей, как бы, да, да, если это получается восстановить. да, то есть Последние это секунды, да. именно так, да, то есть это именно вот есть такие вещи, которые просто остаются в голове, и ты их там прокручиваешь иногда, там несколько пару лет вспоминается. Так что именно работа над вот такими восстановлениями, она еще довольно сильно напрягает в этом плане. А технологически, я думаю, что если бы нам такой бы девайс попал, конечно, сделали бы все, что возможно. Вопрос, если возможно, и, конечно, профессионально очень интересно, что там произошло. Если, да, если смогут найти, интересно, конечно, потому что все же GoPro или там телефон, если он смялся и все же как-то вылетел из этого корпуса, где-то валяется там, то есть он небольшой такой, да, как найти его, я думаю, тоже не так легко, все же там очень темно, но черт знает, может опубликуют когда-нибудь что-нибудь, да, все же Может быть, какой-то момент. естественно, Да. что чем больше это все там лежит, тем меньше шансов, но Да. Скажи, такой вопрос, знаешь, наверное, последний вопрос, это такой, наверное, грустный вопрос, но все же, знаешь, если, допустим, ты летишь в самолете, да, или там, опять же, на подводной лодке, батискафа, да, и ты понимаешь, что ты обречен, то есть, реально ты понимаешь, что все, как бы, это все, это последний день, да, у тебя есть телефон, который записывает, да, ты можешь записать последние слова, да, куда спрятать флешку, чтобы ее, возможно, хоть как-то проглотить, я не знаю, куда ты, как бы, я не знаю, если это вопрос этичный, вообще, просто, как бы, я не знаю, если вот реально вот такой ситуации, не дай бог никому оказаться, конечно, такой, и ты понимаешь, что это все, и у тебя есть возможность передать, хоть как-то дозвониться ты не можешь, но ты можешь записать последние фотографии, не знаю, последнее видео, что ты можешь сделать, чтобы этот телефон, да, или там как-то, или, опять же, SD-карта, это сохранилось как можно больше, я не знаю, что ты не знаешь, опять же, что произойдет. Да, конечно же, может быть, все сгорит, все просто исчезнет, просто все превратится в пепел. Так, не знаю, такой вопрос тяжелый, я думаю. интересные эти вопросы, Денис, интересные, да. Ты знаешь, навскидку так, не знаю, если я подумал бы, может, я придумал что-то бы оригинальнее, но навскидку я бы, наверное, запихал бы его в чемодан, вот так, знаешь, одежды запаковал бы, как-то, чтобы обмягчить удар, может быть. Не знаю, хорошая это идея или нет, но, Это скорее для всего, телефона, наверное, больше, да. Я не знаю, я так думал, знаешь, мне кажется, телефон большой, как бы, да, то есть его нужно просто замотать, да, во что-нибудь такое более, что меньше горит, я даже не знаю, как бы, да. А SD-карта, то есть у тебя маленькая SD-карта, реально просто проглотить, мне кажется. Я не знаю, если будут, патологоанатом. патологоанатор, да, проводить как бы вскрытие, если, опять же, если найдут вообще как бы твое тело, да, как бы смогут ли они найти, тоже под вопросом, конечно. Смотри, проглотить у нас, опять же, я не врач, да, но какие-то там аминокислотные какие-то жидкости у нас в животе, они могут довольно быстро разъесть эту карточку. Может быть, опять же, это просто навскидку. Я, наверное, бы не глотал бы такие вещи, но я просто, на самом деле, наверное, замотал бы во что-то очень мягкое. Можно даже, там, не знаю, водой полить, если ты там в самолете, чтобы, знаешь, что будет жарко, чтобы немножко убрать жару. Желаю только никому не оказаться в такой Да, ситуации. не дай бог кому-то оказаться, да, и понять, что это все, не дай бог, да. Лучше, наверное, да, чтобы если это происходит, да, чтобы это произошло за микросекунду, и все. Да. Да. Ладно, Илья, было очень интересно, я думаю, людям и будет интересно, мне самому реально было интересно вообще, какие возможности есть, да, и вообще вот, и какие шансы. Опять же, да, если бы знать бы, да, насколько, что они могут найти, да, и как в каком состоянии. Короче, шансы всегда есть, как бы, да, хоть что-то восстановить, да, и, там, близким и родственникам, да, добыть хоть несколько фотографий на борту, где они все веселые и счастливые, да. Я думаю, это, конечно, очень круто, конечно, было для родственников. Да, если кто-то когда-то доберется до них, то, конечно. Ладно, большое спасибо тебе и до встречи в следующих видео. Спасибо, Денис. Счастливо. Бай-бай.